Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Что или кто спешит в вашу жизнь? События будущего с 1 по 10 июня. Давайте узнаем, что будет меняться. Возможно, и вы что-то будете менять. И к этому месяц способствует вообще добрые энергии июня. И я вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Точнее, на две даже статьи. Первый астрологический прогноз на июнь, а вторая события до конца 2025 года. Ключевые месяцы, мои дорогие весы, это июнь и июль. Разные, кстати, энергии. В первом случае про июнь это у нас Юпитер в раке. Как известно, Юпитер это планета подарков. Ну и в целом это очень гармоничный транзит, потому что максимально по-доброму себя проявляет все свои качества Юпитер по отношению к нам. А вот уже где-то в июле нам нужно приготовиться, возможно. Здесь может быть своеобразная перезагрузка, потому что Уран на время перейдет в знак зодиака Близнецы. Близнецы, как и вы, знак зодиака, который относится к стихии воздуха, и вы где-то это можете прочувствовать, ну, так более остро. Или просто быть чувствительным к тому, что происходит, и перекладывать это на свою жизнь. Ладно, давайте идем с вами дальше. Кому интересно, перейдите по ссылкам, я думаю, информацию вы найдете. И, конечно, будем реалистами, любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет, но может помочь понять то, что в вашей душе формирует какой-то вопрос или проблему. Итак, не задаем вопросы картам, просто достанем 4 карты на колоде Ленорман. События будущего или что спешит в вашу жизнь, а возможно, кто спешит в вашу жизнь. Давайте узнаем, с чем это будет связано, какие события, как на пороге. Июнь уже не за горами. Осталось совсем немного. Ну, кто-то, может быть, открыл расклад уже, когда в процессе июнь начался. Дополним картами Таро. И первая карта Таро – неожиданность. Что, возможно, случится, произойдет или с чем будут связаны неожиданные события будущего? Что прояснится? Может быть, и правда, тайна какая-то откроется. Или вы сами в каком-то вопросе разберетесь. Может быть, какой-то, знаете, сродни открытию артефакта для самого себя. И это где-то в реальной жизни. Думали одно, а здесь нам, ну, поворачивается жизнь какой-то другой стороной. И мы понимаем, что да нет, не все однозначно. Тут именно приходится перестраиваться. Или где-то научиться плавать в новых энергиях будущего. И третья карта – это в чем ваша фортуна, мои дорогие весы, что исполнится, в чем ваша сила, что вам помогает. И спросим дела, работы, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, энергия, денег, финансы, энергия любви и личная жизнь. Итак, давайте будем смотреть, что же там спешит на ваш порог или в вашу жизнь. Ну, само по себе чувство новизны или вообще обновления. Конечно, я допускаю карты ребенок, у кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми, даже подросшими детьми. Что-то вам придется либо, может быть, уладить, или как-то вы будете оказывать содействие своему ребенку, или, как, честно говоря, по этой карте нам это приносит удовольствие. Поэтому здесь могут быть как и радостные какие-то новости от детей. Ну, а если вы с детьми на расстоянии, вы захотите, может быть, и встретиться, для кого-то съехаться, а может быть, для кого-то и разъехаться. Взрослые дети желают жить отдельно и жизнь свою строить уже, ну, по какому-то своему сценарию, и это нормально. Но и для вас это тоже тогда высвобождение какой-то доброй энергии, которую нужно во что-то новое направить. Обновление, по сути дела, в вашей жизни. А может быть, для кого-то из вас, у кого детей даже нет, да, это желание быть родителями, мамой, папой, может быть и так. И какой-то вопрос вы будете, в зависимости от того, каковы ваши цели, намерения, ну и, понятно, возраст тоже. Вы что-то подобное можете продумывать. Заниматься, к примеру, своим здоровьем. Это больше, конечно, касается девочек, потому что стать матерью – это 9 месяцев все же вынашивает ребенка женщина. И это такой серьезный шаг, решение,
целом для организма женщины. Но опять же, перекладывайте на себя. Здесь самая разная палитра ваших намерений и целей, но объединяет то, что элемент обновления, словно новая жизнь, новый проект, ну или буквально новая жизнь, или какая-то перезагрузка, мои дорогие, что или кто спешит в вашу жизнь. Вы знаете, тут вот это обновление может начаться буквально с какого-то, как документа, получения письма, получения извещения. Может быть, это вы уже прикладывали усилия для того, чтобы эти самые документы или документ, важную бумагу, получить. И вот здесь у вас это осуществимо. Может быть, это как и предложение по работе. Иногда эта карта предвещает, что мы действительно какую-то перезагрузку с учетом первой карты делаем именно в нашей деятельности, что-то реструктурируем, меняем. Может быть, это касается вашего личного дела, творчества, особенно творчества. Среди вас много творческих людей. И вот этот творческий процесс, я должна сказать, как раз вам вот эту перезагрузку и позволяет сделать. А она неизбежна, потому что не будет все по-старому. Мы с вами живем в эпоху перемен. Довелось нам с вами, да, и от того, как мы быстро умеем сориентироваться, что же есть в реальности, каковы тенденции будущего вообще. И от этого будет зависеть, как мы выстроим свою стратегию, тактику. Так вот, может быть, как побудительный момент какой-то, или важный разговор, или банально, вот не договорила, эта карта иногда, знаете, означает, когда вы хотите, к примеру, поменять какую-то свою финансовую составляющую. Что я имею в виду? Откуда к вам приходят деньги? Или, может быть, вы видите, что прежняя стратегия финансовая не работает, мне нужно что-то переиграть. Пусть это не деньги конкретно. Это я уже так по опыту работы с картами, я знаю, что поскольку в оракуле нет карты денег, часто письмо, как, знаете, прелюдия перед деньгами. Или вот какое-то начинание для вас будет продолжено, потому что оно имеет не только вдохновляющий, мои дорогие, весы, смысл, а еще и материальное воплощение. Правда, будьте внимательны. С первых дней июня по работе, по деньгам, по вашим намерениям, целям, планам здесь будут добрые энергии. И астрологически, ведь это тоже так на самом деле. Хотя я допускаю в нашей реальной жизни, тут вы с чем-то разберетесь. Может быть, перезаключите какой-то контракт, договор. И у кого-то по работе, а у кого-то это будет касаться личной жизни, может быть и брачный контракт, может быть и по части каких-то личных взаимоотношений перезагрузка, да. Вообще июнь месяц очень благоприятен для того, чтобы помириться с кем-то. Вот, кстати, и тогда карта ребенок для вас будет означать, как с чистого листа ваши отношения, когда нет упреков, когда состоялись какие-то важные разговоры, и теперь мы идем вместе в будущее, ну, если можно так выразиться. То есть самая разная палитра, но добрая энергия. Что же спешит в вашу жизнь? Вот смотрите, карта тучи. С одной стороны у нас число 6, и 6 это всегда победа по нумерологии. Но сама по себе карта говорит о том, что ну вот как будто что-то скрыто или в тени. Тучи это не постоянно. И нам говорят, уйдет эта туча и выглянет солнце. И поэтому, мои дорогие весы, может быть, еще в начале июня, ну, не все проясняется. А я бы так сказала, не бросайте какой-то проект или какую-то идею, тему, только лишь потому, что поначалу идет что-то со скрипом или не получается. Вот как раз тогда вот эта самая победа, она к вам придет. И хочется сказать, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Часто аркан как раз и тучи– это проверка на выдержку, терпение и насколько мы серьезно относимся к нашим проектам. Уметь именно настойчиво что-то продолжать, даже когда тучи, а не перескакивать на что-то другое. Вот об этом нам хочет сказать карта. Поэтому вот и такие энергии в начале июня, они могут быть в том или ином вопросе или в решении того или иного дела. И вот аркан письмо ведь тоже будет говорить о том, что у вас что-то получается. И более того, тут, правда, какая-то информация или мысль, что-то возвышенное, 7 поскольку, а 27, если мы сложим, то мы получаем число 9. А 9– это вибрирующее число перемен. Да, мы говорим,
На пороге мы. В какую сторону мы пойдем? Или мы от чего-то откажемся, или мы себя попробуем и получим победу, да? Если 9, а перевернуть эту 6, допустим, это как раз у нас и получается вот это число перемен. Словно выбор между продолжением чего-то и осуществлением задуманного проекта или то, что вы именно от ваших действий это зависит, и вы хотите в конечном итоге получить. Или вы можете от этого отказаться, спасовать. Вот есть и такой момент. Поэтому делайте какой-то выбор правильно. Но тут и проясниться что-то может. Вполне вероятно, это у кого-то вопросы личной жизни. Может быть, примириться, как я уже говорила. Может быть, это вопросы семьи. Я так вполне допускаю, у кого-то будет связано с переездом. Или начало каких-то новых проектов. Конечно, сердце в первую очередь тут соответствует черви, и это дела сердечные. И это благополучная карта, как и эмпатии, как умение договориться. Это в целом какая-то энергия гармонии на июнь, на первую декаду июня. Но я должна сказать, вообще июнь месяц очень позитивный для каждого знака зодиака. Поэтому по максимуму что-то сделать, решить, согласовать или помириться, договориться. Быть услышанным для начала, да, это ведь тоже очень важно. И для вас все это карты подтверждают. Давайте узнаем, что же там за неожиданности. Понятно, по нулевому аркану мы не должны сглупить буквально. Может быть, это имеется в виду от чего-то и не отказаться. Ну и быть осторожным, безусловно. Хотя сама по себе карта повторяется то, что я сейчас сказала. Почему? Потому что у нас карта ребенка. Нам придется что-то изучать. Тут какое-то новое направление, новый проект. Ну, может быть, как и путешествие. Иногда по нулевому аркану проигрывается переезд. Ну, понятно, не все собираются переезжать. Кто-то вообще... Для начала нужно себя сориентировать на то, чтобы проститься с прошлым. Мы все разные абсолютно. Но для кого-то, и для кого это особенно актуально, когда вы именно хотите, к примеру, работать с командировками или больше перемещаться, видеть мир, узнавать культуры. Или когда вы хотите работать в интернет, например, да, и вы уже работаете, вы, в принципе, и дальше что-то изучаете, добавляете себе каких-то навыков, скиллов, идете одним словом вперед. Но это тогда как бы начальный период. И вполне вероятно, для чего вы это все делаете. Вы хотите работать из любой точки мира, работать на дому. Вот эти все энергии, о которых я сказала, и в этом ваш прогресс на долгие годы, мои дорогие. Поэтому есть смысл что-то изучать. Принимать, по сути дела, это будущее. Принимать, может быть, и осторожно. Понимать, что сразу какой-то фурор у нас не получится, придется проявлять и настойчивость, придется что-то и действительно, может быть, детализировать вот эти самые тучи. Это не постоянно. И мы не должны пасовать перед трудностями. А вообще эта карта, знаете, такого вдохновения, притока жизненных сил, когда нам нравится чем-то заниматься, словно мы окрылены, восторжены. Восторг идет. Но вот по поводу восторга не оступиться. Все-таки есть опасность. Всегда нам шут, дурак изображен на самом краю обрыва. То есть это мы что-то себе как идею поставили и выпали из реальности. Вот этого быть не должно. Оступиться точно нельзя. Поэтому вам придется что-то детализировать, просчитывать. Но я должна сказать, вот словно шаг за шагом или день за днем для вас может открываться какие-то либо возможности, либо правда, вселенная, пространство вас пытается вывести на тропу успеха. Если у вас сейчас, ну, какая-то даже патовая ситуация, может быть, и нужно рассмотреть те предложения или направления, мои дорогие, что вы прежде говорили, нет, этого быть не может, или вы этим вообще не занимались. Какая-то перезагрузка, она присутствует. Ладно, что прояснится или что скоро случится. Вы знаете, будьте внимательны, мои дорогие весы. Когда выпадает нулевой аркан, и тем более луна, противопоказано находиться в толпе. Тут, наверное, будет больше вам помогать, когда вы немножко в первую декаду июня сами по себе. Может быть, некоторая отстраненность или отстраненный взгляд на то, что происходит вокруг вас. Как и говорят люди, да, что они говорят. Или какие-то события внешние, самые разные, они не должны вас как будто вовлекать.
вы не должны на фоне даже каких-то эмоций куда-то торопиться. Потому что по аркану Луна это та фраза, когда я про толпу начала говорить. Меня несет толпа. Мы наверняка все слышали ее. Так вот, когда несет толпа, мы собой не управляем. И поэтому тут есть опасность отступиться. Или когда мы вообще оказываемся в какой-то общности, и буквально мы сделать ничего не можем. Мы уже зависим от масс, как будто, да? И это может быть двояко. С одной стороны, буквально физически, когда вы, случайно идя даже по улице, вы оказываетесь вот в каком-то скоплении людей. Помните, вам в другую сторону. Но это точно так же мы можем применить к коллективу, например, на работе, да? Часто и на работе какие-то возникают группы. Кто-то за, кто-то против. Так вот, это тоже своего рода толпа или массы. И вам ни туда и ни сюда, ни вправо и ни влево. Для вас какой-то свой путь. Хотя, видимо, будет соблазн. Вот этот риск оступиться. Будьте внимательны, берегите себя. А вообще, если мы говорим, что прояснится по какому-то вопросу, по которому было тысячи неопределенностей, постепенно, словно шаг за шагом, либо какие-то новости вы получаете, может быть, конкретный человек какой-то откликается, или интуитивно вы понимаете сами, хотите вы что-то продолжать или нет. Но я не могу сказать по Луне, что на 100% вы что-то проясните в первую декаду июня. Давайте проясним пошире, с чем это связано. А вы тут планируете что-то на будущее. Значит, пока все разложить по полочкам по части ваших намерений и целей невозможно. Потому что, может быть, для вас еще, как словно гештальты какие-то не закрыты. Ну, может быть, буквально какие-то документы вам нужно оформить. И тогда, пока ты не оформил, тебя словно пространство не пускает, в рамках держит. Или есть нерешенные юридические вопросы. Тогда вас тоже, вы можете ощущать что-то подобное. Меня как держат в каких-то тисках. А это происходит именно потому, что с прошлого еще вы не все расставили по местам. И карта говорит, вот, кстати, тройка жезлов, человек остановился. Да, он уже к прошлому повернулся спиной, но он стоит, он анализирует, что из прошлого он возьмет с собой в будущее, а в чем нужно расставить все словно по местам и сыграть последний аккорд. Поэтому и Луна. Тут нужно, может быть, некоторые позиции с прошлого для себя прояснить. И у кого-то это может быть буквально решение денежных вопросов. Или вы хотите куда-то стартануть, а вот еще денежная тема оставляет желать лучшего. И вам словно нужно отстроить свое благополучие или иметь подушку безопасности раз, четкий план, стратегия, тактика и быть готовым что-то корректировать, но и, понятно, надеяться на самого себя. Здесь конкретизация вашего намерения должна произойти. И последние аккорды в прошлом, для того, чтобы прыгнуть в будущее. И самое главное, вам еще что может мешать? Семерка жезлов. Советы постороннего, советы людей. Или когда вы все время какую-то свою мечту откладываете на потом. А получается следующим образом. Вы отложили что-то на потом, или вам какая-то идея, тема греет душу, но обязательно в течение дня находится тот, который вам может что-то предложить другое, к примеру, и вас это заинтересовало, вы словно загорелись этим проектом и думаете, отдай-ка я попробую, и все. И уже получается, вы тиражируете свои собственные силы. А некоторые люди могут это делать умышленно, потому что по семерке жезлов это и есть как раз желание других людей вас увлечь в какой-то проект. Вы кому-то можете быть полезны, или это вот будут тоже какие-то нерешенные вопросы, потому что иногда эта карта обозначает как какое-то соревнование. И, кстати, карта сразу дает совет. Отступи полшага назад и хорошенько подумай, нужно ли тебе в этом участвовать. Без, понимаете, без, наверное, конкретизации того, что вы хотите осуществить. И погружение именно в эту тему, и одновременном закрытии прошлых гештальтов. Не получится совершить какой-то квантовый скачок. И здесь нужно доверять самому себе или самой себе. По аркану Луна это интуиция, ваше шестое чувство дает правильные подсказки. Давайте карту совет. Вот неожиданно для вас.
но все-таки у вас что-то получится. Вот для тех, кто действительно собирается куда-то поехать, переехать, начать новое дело, поменять работу. И, может быть, эта работа с новыми цифровыми технологиями связана, с искусственным интеллектом, с нейросетями, ну или самыми разными направлениями. Я не перечисляю. Кто-то учит языки, а кто-то учит язык программирования. И это все карта мир, потому что пространство, Вселенная, 21-й старший аркан – это итог, какой-то шикарный итог у вас получится из вашей цели. Но как вы будете этого достигать? Или стратегия, тактика, я об этом говорила. Вот именно это нужно продумать и в себе не сомневаться. В то же время признавать какие-то собственные ошибки, чтобы их не повторять. Вот этот момент тоже присутствует. В чем же ваша фортуна? Вот во всем том, что я сказала. Королева Пентаклей та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Вот, возможно, вам и нужно что-то упорядочить, больше в свою жизнь внести какой-то конкретики. И это ведь конкретного человека карта, это карта практика. Это та, которая умеет с нуля буквально создать какой-то шедевр, мои дорогие. И вот эта идея зарождается в ментальности, а дальше, может быть, другой бы сказал, нет, это невозможно. А ни с кем этот проект не обсуждает королева Пентаклей. Она, если ей что-то интересно, если она задумала что-то делать, она надеется сама на себя. Кстати, не предвосхищает, потому что удача и счастье любят тишину, а именно погружается в какой-то проект. Поэтому для нее нет ничего невозможного. Это своего рода как прелюдия карты императрица. Ну да, императрица – это уже статус, символ нового я, старший аркан. Но вот энергия Венеры, мои дорогие, и в вашем случае это откликается очень хорошо. Вот нужно переложить именно на практику. В этом ваша фортуна. И разобраться, кстати, с какими-то финансовыми вопросами, словно доброе время. Дела, работа, бизнес. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Это рост профессионализма. И даже для тех, кто имеет свою профессию, диплом, здесь все равно есть, присутствует элемент новизны. Значит, нужно, может быть, подумать о собственной популярности или, может быть, подумать, как это переложить в личное дело даже. Почему нет? Если вы эксперт в своей профессии, значит, какие-то консультации. Но, одним словом, надеяться на себя, это имеется в виду еще уметь зарабатывать. Когда сам человек, не надеясь на организацию там и, может быть, и государство, тоже где-то не дремлет, а работает или примеряет на себя разные способы, каким образом, да, я могу улучшить свое финансовое положение. Финансы, мои дорогие весы, они словно могут вас тормозить или пока что-то у вас не складывается. Но это недолгий период, это 10 дней всего лишь. Я сказала, не складывается, потому что что прояснится, не до конца что-то прояснилось. Не все гештальты закрыли как будто. Но посмотрите, в чем ваша фортуна. И где-то 8 пентаклей. Это карта, которая как по нарастающей геометрическая прогрессия. Мы работаем, и вот эта популярность, пусть для кого-то это важно, да, особенно для творческих людей. Или какой-то ваш проект. Или пусть вы строите карьеру даже в одной организации, или переходите в другую, то вместе с этой карьерой, понятно, растет и ваш оклад, ваш доход тоже. Поэтому прогресс, путь наверх. Вот, наверное, где-то побудительная сила – это деньги для вас, мои дорогие, в эти 10 дней. Ну, давайте узнаем, что же там про деньги нам говорят. Сложновато, тяжеловато, но ты выдержишь. 10 жезлов – усталость, много работы. И, кстати, у нас там 7 жезлов выпадала, да, карте Луна. И 10 жезлов всегда имеет такое значение, как будто говорит, подумай, надо ли тебе эту вязанку тянуть. Может быть, ты на себя взвалил какие-то лишние обязательства. И ты время тратишь совершенно не на то, на что для тебя сейчас наиболее продуктивно и правильно потратить. И доброе время июня надо использовать по максимуму. Июль будет в других уже энергиях. Поэтому словно правильно в самом себе сделать вот эту, ну, трансформацию или какую-то, как какие-то реформы внутренние в себе провести, понимая, что прошлое пытается тоже где-то оттолкнуться, а вам нужно смотреть
именно в будущее. Ведь все карты об этом перекликаются, даже карты Ленорман и карты Таро. Поэтому сил физических хватит, душевных, эмоциональных тоже. Но вот а надо ли чем-то заниматься? Нужно ли в чем-то участвовать? Может быть, кому-то пересмотреть документы, кстати, или подписанные договоры, в которые в конечном итоге могут сводиться все равно к финансам. Может быть, какие-то бумаги переоформить. Вот как будто тоже есть смысл. Но десятка – это карта как итоговая где-то, поэтому все расставить по местам. Навести порядок и в делах, в бумагах, в деньгах, какую-то для себя стратегию, тактику именно об этом, что вы будете продолжать, а что нет, что для вас служит прогрессом, а что нет. Любовь. Ну, правда, для кого-то любовь и даже страсть, а для кого-то перезагрузка в отношениях. Можете примириться. И основной посыл будет именно страсть, правда, мои дорогие весы. Но, знаете, когда выпадает туз жезлов, я говорю, это словно наша жизнь делится на период до и после. И мы уже с вами на протяжении всего расклада об этом многократно говорили. Скорее всего, либо информация, правда, какая-то приходит, и вам придется принимать решение, либо какое-то предложение, все-таки любовь, личная жизнь. Хотя жезлы – это еще у нас и дела, работа, бизнес, и кто-то с головой идет именно вот в эту область. Деньги и ваши честолюбивые планы, амбиции или творчество. Там как будто сейчас по максимуму вы что-то можете сделать для себя очень хорошо. Причем так, знаете, как какие-то ключевые моменты решить, и потом вот этот старт в будущее вам сделать будет проще. Но для кого-то это будет и новое знакомство, кстати, которое тоже может быть построено на сильном влечении. И у нас нулевой аркан где-то тоже говорит: не сглупи. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие. Но энергии у вас действительно хватит. По тузу жезлов нам хочется что-то продолжать или чем-то заниматься. Мы можем примириться для тех, кто, ну, в таких непонятных взаимоотношениях. Конечно, для этого нужно, чтобы хотели этого двое. Потому что это не игра в одни ворота, если хотите только вы, а другой человек вообще об этом думать не хочет. Или он уже как будто в другой плоскости и в других отношениях. Ну, будем реалистами. Мы это не вернем. Тогда нам тоже карта говорит: перезагрузка. Уже хватит ждать. Тут сама по себе решимость на что-то и важное решение. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.